Привет! В преддверии распродажи 11.11, да и вообще на будущее, я решил сделать небольшой топ из 5 беспроводных наушников со встроенным игровым или high-performance режимом для игры в PUBG Mobile стоимостью до 2000 рублей или по нынешнему курсу до $25. Про всех представителей данной категории я снимал отдельные обзоры на своем канале, и для более подробной информации по понравившейся модели ты можешь посмотреть любой из них по ссылкам в описании к данному видео. Ну а первым представителем сегодня будут обновленные в 2020 году Redmi AirDots S, прошлогодний хит Xiaomi, который с апгрейдом получил дополнительный игровой режим. Внешне эти наушники не претерпели никаких изменений, как в плане кейса, так и по форме самой гарнитуры. По управлению функциями мультимедиа здесь все примерно то же самое, что и было в предыдущей модели, оно здесь механическое и не особо разнообразное. Однократное нажатие по кнопке отвечает за плей-паузу, а во время телефонного звонка по данному действию можно ответить на вызов или завершить разговор. Двойным нажатием можно позвать голосового ассистента, а вот на тройное зашили активацию того самого игрового режима. Переключать треки и управлять громкостью с наушников нельзя, по крайней мере в стоке. Время работы от одного заряда на 100% громкости в моем тесте автономности составило 3 часа и 2 минуты. Со смартфоном наушники работают по интерфейсу Bluetooth 5.0 и на борту имеется единственный аудиокодек SBC, что в общем-то и сказывается на общем звучании. По-хорошему, оно практически никак не изменилось в сравнении с предыдущим поколением. Звук в целом здесь неплохой, но за эту цену есть и лучше. Ну а про работу встроенных микрофонов я, пожалуй, вообще промолчу. Они здесь для галочки и работают довольно посредственно. Единственное, что подкупает в этих ТВС-ках, это одна из самых минимальных задержек в PUBG Mobile. По крайней мере, если выбирать из всех сегодняшних представителей. Вторые наушники в списке — это Realme Buds Q. Очень хорошие по посадке и звучанию беспроводные ТВС-ки, стоимость которых составляет примерно $20. В отличие от наушников Redmi AirDots S, управление здесь сенсорное, и его даже можно настроить под себя в фирменном приложении Realme Link. К примеру, свой экземпляр я настроил вот так. На двойное касание повесил плей-паузу, а на касание с 2-секундным удержанием назначил переключение треков. Для настройки также доступен тройной тап, на который можно повесить вызов голосового ассистента, а вот управлять громкостью, к сожалению, с наушников нельзя, и это никак не настраивается даже в приложении. Активация игрового режима происходит, если одновременно зажать сенсоры на обоих наушниках в течение нескольких секунд. И вот при таком раскладе в PUBG Mobile задержки сводятся к абсолютному минимуму. Понятное дело, что проводного эффекта ты не получишь, но тем не менее данный режим — это реально рабочая опция. Подключение к смартфону происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0, и на борту имеется два аудиокодека на выбор — это AAC и SBC. Realme Buds Q звучат однозначно лучше, чем Redmi AirDots S. Особенно это слышно в более выразительном и глубоком басе, ну и заслуга аудиокодека AAC здесь имеет не последнее значение. Время работы от одного заряда на полной 100% громкости в моем тесте составило 2 часа и 45 минут. Третью и четвертую позицию сегодня занимают наушники от одной компании. Это QCY T4 и QCY T5S. Первые имеют механическое управление и классическую форму, вторые же управляются сенсорно и в конструкции присутствует ножка, отчего звучание микрофона непосредственно в T5S немного лучше, нежели в четвертой модели. Но эта разница не очень значительна, в отличие от удобства использования и непосредственно посадки в ухе. Лично мне для повседневного использования больше по душе модель T5S, моим ушам комфортнее именно в них. В модели T4 сами наушники немного крупноваты в сравнении с теми же Redmi AirDots S, оттого далеко не всем они смогут подойти именно по размеру. Обе модели поддерживаются фирменным приложением QCY, в программе можно переназначить жесты и поиграться со звуком с помощью эквалайзера. В T4 по умолчанию при однократном нажатии на любую из кнопок можно поставить трек на паузу, либо возобновить прослушивание, а двойное нажатие позволяет переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Если зажать кнопку на пару секунд, то можно вызвать голосового ассистента. В перенастройке доступна регулировка громкости, ее можно назначить либо на одно, либо на два нажатия. К сожалению, действий всего два и придется выбирать, ведь тройное нажатие занято по умолчанию активацией игрового режима.
А вот в T5s можно назначить, к примеру, вот такие действия. Двойной тап по любому из наушников будет отвечать за плей-паузу, тройным тапом по правому наушнику можно активировать игровой режим, а по левому вызвать голосового ассистента. Переключение треков по умолчанию зашито на 2-секундное удержание сенсора. На правом наушнике вперед, на левом назад. И вот это вот действие никак не переназначить. Помимо этого, как и в случае с QCY T4, на любой из двух доступных жестов можно переназначить управление громкостью. Интерфейс работы и передачи данных в обоих случаях это Bluetooth 5.0. В арсенале имеется два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC. Лично на мой слух, звучание в T4 и в T5s примерно идентичное. Звук чистый, четкий и ровный, без каши и песка. Баса здесь вполне достаточно для среднестатистического слушателя, а вот басхедам, скорее всего, его может не хватить. Время работы от одного заряда на 100% громкости в моем тесте составило 3 часа и 40 минут для QCY T4 и 3 часа и 8 минут для QCY T5s. Ну и завершает мою сегодняшнюю подборку модель S2 от компании KZ Acoustics. Гибридные беспроводные наушники с кристальным звучанием. Именно так я охарактеризовал их в своем обзоре. И действительно, благодаря наличию в их конструкции сразу двух видов драйверов, динамического для баса и арматурного для высоких и средних, звук в этих наушниках я считаю самым лучшим из всех сегодняшних представителей. Управление здесь сенсорное и осуществляется тапами. Однократное касание отвечает за плей-паузу, а при входящем звонке по этому действию можно ответить на вызов или положить трубку. Двойной тап позволяет переключать треки, на правом наушнике вперед, на левом назад. Если удерживать палец на сенсорной области более 2 секунд, то можно вызвать голосового ассистента. К сожалению, управлять громкостью с наушников нельзя, так что придется это делать со смартфона. По тройному тапу зашита функция переключения между режимами: стандарт мод, так называемый обычный режим, и High Performance мод, игровой режим, при котором задержка звука становится минимальной. В KZ S2 установлен чип Realtek 8763 и поддерживаются кодеки AAC и SBC. Подключение к смартфону происходит по протоколу Bluetooth версии 5.0. А вот тест на автономность выдал мне довольно неплохой результат, можно сказать средний из всех сегодняшних представителей. На 100% громкости при непрерывной работе от одного заряда мне удалось их высадить за 3 часа и 25 минут. И это при том, что запас по громкости в них очень большой и немногие будут выкручивать его уровень на полную. Микрофон в наушниках, как по мне, звезд с неба не хватает, но тем не менее на фоне микрофонов от Redmi AirDots S все сегодня звучит довольно неплохо. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если смотреть в целом, то у всех сегодняшних моделей есть свои плюсы, ровно как и есть свои минусы. Однозначно сказать, какие наушники хорошие или какие подойдут именно тебе, будет довольно сложно. У каждого из нас свои критерии отбора, которые ему важны больше остальных. И единственное, что объединяет все эти модели, это хороший показатель непосредственно в игровом сценарии использования. Во всем остальном же окончательный выбор остается только за тобой. Я лишь в своем ролике обозначил основные параметры, на которые стоит обратить внимание перед покупкой. Ну а на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.